Wenn du wissen willst, wie du innerhalb kürzester Zeit ein großes Vermögen mit kaum Risiko oder Anstrengung aufbauen kannst, dann solltest du jetzt eins tun: dieses Video abschalten. Denn genau diese Versprechen sind der Grund, warum die Finanzindustrie so einen schlechten Ruf hat. Genauso locken Bauernfänger die Leute in irgendwelchen zwielichtigen Geldanlagen oder sinnbefreite Geschäftsmodelle. Hieran verdienen Vermittler sicher eine goldene Nase, aber du als Anleger bleibst auf der Strecke. Natürlich ist es für Kleinanleger und Privatinvestoren möglich, finanziell frei zu werden und durch clevere Investments ein großes Vermögen aufzubauen. Зима. Пора зимних модификаций, в одну из которых я уже давно запланировал поиграть в первый день зимы. Ночь перед Рождеством поведает нам о приключениях Меченого перед этим самым Рождеством. Надеюсь, что данное видео хоть немного разожжет у вас новогоднее настроение. Не забывайте ставить сталкерские лайки, если хотите, чтобы я продолжил проходить данную модификацию. А в комментарии можете посоветовать мне какой-либо зимний мод на будущее. Приятного просмотра! Найти стрелка. Ну это вроде как просто квест, да, ни о чем не говорящий. Ну да, просто стандартный квест из оригинала. Мы с вами находимся тут, прям посередине кордона, и между прочим тут есть вояки, с одним из которых, возможно, мне надо поговорить. Слушай, какая прикольная зима. Вот у меня... Если бы я знал, что этот мод настолько короткий, то я бы постарался все запилить одной серией. Но ладно, как получилось, так получилось. Насколько я знаю, у мода есть вторая часть, и если вы захотите, то пройдем и ее. Главное, в комменты не забудьте об этом написать и лайк поставить. Спасибо. Также советую нажать на колокольчик, дабы не пропускать новые видео и стримы. Приятного просмотра. Вот те самые черевички Чак Норриса. Легендарные берцы Чака Норриса. Любой фанат старого до... Я такого нет за окном. У меня, конечно, чуть-чуть снежка есть, но вот именно что чуть-чуть. Ну, только начало декабря, посмотрим. Может быть, ближе к Новому году выпадет побольше снега, хотя, кого я обманываю? А я ему, значит, и говорю, ты мне свое фуфло не гони, мне нормальные подарки нужны. Так и сказал? Ну а как же? Ну ты, блин, додумался же. Так а что? Мне подарки нужны, а барон мне какую-то фигню сует. Что я еще сказать должен был, по-твоему? Ну... Вот и я о том же. Ладно, Сань, я потопал. А то, Сидорыч, мозг выезд. Давай, Меченый, заглядывай. Все непременно. Мы за душу тут разговаривали с майором Кузнецовым. Нормально. Чего-чего, подсказка. Отправляйтесь к Сидоровичу. Да я понял. Какие-то газовые баллоны, это можно вообще подбирать? И нужно ли? Ну, перегруза у нас нет, поэтому давай подберем все, что можем подобрать. Особенно жгучую воду, потому что, ну, знаете, вроде говорят, она помогает согреться. Хорошо, впереди вижу какую-то собаку, но я, скорее всего, пробегу мимо и не буду на нее обращать внимания. Баллон весит 8 килограмм. И, скорее всего, он нужен будет для какой-нибудь печки. Вот, Тушканчик, привет. Как делишки-то у тебя? Ого, ничего себе! Я его не сваншотил. Вот это интересно. Не будем обращать внимания, не будем лазить по сторонам, лазить по каким-то оригинальным нычкам. Сразу же побежим к Сидорычу. Ясно. Попал в аномалию. Молодец, с самого начала. Со стороны базы военных я слышу какую-то новогоднюю композицию. Ну, не знаю, как бы она меня авторскими правами не отравила. Что это за странное синеватое свечение у тебя под ногами? Артур Капуста. Что ты такой высокий, слушай? Я за карлика какого-то играю. Здорово, мужики. А жопой сидеть на снегу вам нормально, да? У меня, кстати, ножа нет. Что? Серьезно? Да. А как же я разобью ящик с аптечкой? Ну, просто выстрелю. Хо-хо-хо, с наступающим. Кстати, у меня есть прохождение мода, где Сидорович в сейфе Дед Мороза, что ли, сидит, если так можно выразиться. Если будет интересно, потом посмотрите. Ты издева... Maestro by Men and Mice controls and ensures a smooth running of your network, offers automation, control and manage all your Зима. Пора зимних модификаций, в одну из которых я уже давно запланировал поиграть в первый день зимы. Ночь перед Рождеством поведает нам о приключениях Меченого перед этим самым Рождеством. Надеюсь, что данное видео хоть немного разожжет у вас новогоднее настроение. Не забывайте ставить сталкерские лайки, если хотите, чтобы я продолжил проходить данную модификацию. А в комментарии можете посоветовать мне какой-либо зимний мод на будущее. Приятного просмотра! Найти стрелка. Ну это вроде как просто квест, да, ни о чем не говорящий. Ну да, просто стандартный квест из оригинала. Мы с вами находимся тут, прям посередине кордона, и между прочим тут есть вояки, с одним из которых, возможно, мне надо поговорить. Слушай, какая прикольная зима. Вот у меня такого нет за окном. У меня, конечно, чуть-чуть... This video has been sponsored by Raycon. Last year I started getting really interested in aerogel, which is one of the lightest known materials. There are many different types of aerogel, but the most common one is from silica, and that's what I have here. By volume though, it's actually less than 1% silica, and over 99% of it is just air. This makes it extremely light, and when I'm holding it, I can almost barely tell that it's there.
There are many potential uses for silica aerogel, but its simplest and probably most common use is as a thermal insulator. This is because it's mostly made of air, which in general is a good insulator, but the key part is that all this air is trapped in a network of silica. This makes it really hard for the air molecules to move around and for the heat to transfer to the other side. After watching a few videos about it, mostly by Veritasium, I decided that I had to try making it myself. On the surface, the general process was relatively simple, where all I had to do was make an alcohol-based gel and then dry it. However, the issue is that in practice, it's way more difficult, and getting even a decent quality aerogel is really hard. I'd never done anything like this before, but I had faith that I could do it. To start my mission, the first thing that I had to do was make the alcohol-based gel, which I thought was going to be relatively easy. However, that really didn't turn out to be the case. I'm about to experience weightlessness for the first time. Oh my god. Oh! Ну, наоборот, вышел, что ли, да? Наоборот, это нет, нет, наоборот. Как она болеет, если... А, ну, наверное, да. Она это и себе и говорила, теперь, да. Что-то я ничего не понимаю. А, нет, так я определили сегодня, так и написали было что-то. Да, это есть он самый, да. Что будет? Может, ничего хорошего не будет. Ничего хорошего нет. Да наоборот, нет. Наоборот, да наоборот, да. Он о себе так думает, он просто, да. Наоборот,
следующая причина.
Наоборот. Вот это он имеет в виду. Все время жалеть. Наоборот, когда ортодокс, наоборот, значит, правильно, да? Ну, наоборот, тогда да нет, понимаю. Наоборот, значит, да. Меня осознанно надо будет, значит, наоборот. Ну, это у меня уже. Наоборот, нет. Ну, смотри, у меня такая, ну, наоборот, значит, ну, что-то, ну, нет, вот, как бы, это не, ну, как бы, вот, просто, это у тебя теории, а я тебе говорю, как оно есть вот на самом деле. Понимаешь, теория, это когда, да, это когда у тебя теория. А практика, она такая, дети не работают, и поэтому зарплату получать они не могут. Понимаешь? То есть им надо что-то есть, как бы, ну как они же люди, им тоже что-то надо. Как бы там, бла-бла-бла, короче. То есть, кто, ну, короче, да. Ну да. Верно? Вот я и говорю, если какая тебе нахер разница? Они денег не получают и не зарабатывают. Что нужно организму? Жилье, правильно? Ну да, ну что, ну, то есть как бы в чем проблема? Может нет таких проблем? Не может, а точно даже нет, да, понимаю. Ничего, ну и что, наоборот, да, да. Ну, наоборот, только да нет, понимаешь? Наоборот, только да. Ну она тебе, ну, наоборот, только да. Наоборот, нахуй, надо. Знаешь. Значит, заказать надо, значит, так получается, что, наоборот. Ну наоборот, значит, это делать. А что еще ты будешь делать-то? Зачем ты наоборот, наоборот? То есть что-то возьмешь? Ладно. Ладно. Чао, какая. Red Bull?
Fühlen Sie sich auch vom Auf und Ab der Aktienmärkte überfordert? Hallo, ich bin... This video has been sponsored by Raycon. For as long as I can remember, I've always been a big fan of energy drinks, but maybe... Наоборот, потому что надо. This video has been sponsored by Raycon. For as long as I can remember, I've always been a big fan of energy drinks, but maybe surprisingly, it's not even for the caffeine. I just like the weird chemical taste that they have, and for some reason, I've always liked Red Bull the most. My only issue is that I think I'm a bit sensitive to caffeine, and if I ever have one later than like 4 p.m., it makes it almost impossible to fall asleep. So for years, I've wanted them to make a caffeine-free Red Bull that I'd be able to drink at night. I never really did anything to make this happen. Ever have one later than like 4 p.m., it makes it almost impossible to fall asleep. So for years, I've wanted them to make a caffeine-free Red Bull that I'd be able to drink at night. I never really did anything to make this happen until this past January when I decided to email Red Bull. I honestly didn't think they'd ever respond, but I figured that it was worth asking just to see what they'd say. I was very surprised that they actually got back to me in less than 24 hours, but I was very unsurprised that they completely rejected my idea. Now, knowing that they weren't going to help me at all, I had no choice but to somehow do it myself. The only issue though, and the main reason why I didn't try doing this years ago, is that it might actually be impossible. This is because most of the time when you extract something, you're willing to completely destroy the thing that you're taking it from. In this case though, I had to somehow take out just the caffeine and not touch or modify anything else that was in there. I also couldn't use any chemicals that might be left behind, and if I took out even small amounts of certain ingredients, it could really change the flavor. This left me with very few options, and after thinking about it for a long time, I felt that there was only one way to do it. By using an organic solvent that doesn't mix with water, it might be possible to selectively pull out just the caffeine. I did something like this years ago, where I used a solvent called DCM to extract the caffeine from tea and coffee. The caffeine that I got was surprisingly pure, and it didn't seem to pull out much else. There is a major difference though between coffee and Red Bull, and that is acidity. In general, coffee is slightly acidic with a pH of around 5, but Red Bull and other sodas tend to be a lot more acidic. And this is a major problem because caffeine doesn't like to get extracted when things are acidic. When I did it with the coffee, I didn't care about the actual coffee, and I threw in a bunch of base to artificially raise the pH. However, in this case, I wouldn't be able to add anything. I was able to find a chart though, and Red Bull. Да. Алло, добрый вечер, Евгений. Меня зовут Роман, звоню вам из школы дизайна Дискил. Сейчас, секунду. Школа дизайна. Да, слушаю. Дискил. Это интернет, простите, да, слушаю. Вы у нас регистрировались на вебинаре, как стать 3D-визуализатором. Ой, так понял, звонили уже говорили, да. Мы сейчас собираем обратную связь от участников, и я хотел бы, чтобы вы поделились своим впечатлением, своим мнением в целом о вебинаре. Как вам? Полезен был для вас? Ну, не смотрел я, да, как бы, ну, да. Все, я вас понял. Все смотрел, нормально все было, все хорошо, все нормально было. Да. Я вас понял. Да. А почему именно дизайн интерьера выбрали? Чем вас привлекла эта тема? Ну, чтобы хорошо было просто, все. Все, я вас понял. Спасибо большое. Спасибо за обратную связь. Вам хорошего вечера. Ага, спасибо, Рахмат. Всего доброго. До свидания. Понял тебя просто, ты пьяный просто, да нет. Жмешь просто его, все, да. Вот это и есть, что ты не умеешь петь просто, да. Ну да, ну нет. Вот это и есть,
Марва, ух ты. Thank you. Марва. Да нет, он не знает. Is apparently one of the less acidic sodas out there, which gave me hope that this extraction might be possible. But it was still quite acidic with a pH of 3.43, and this meant that a lot of it might not be extractable. However, knowing the pH, it should have been possible to calculate how much I could take out. To do this, I just needed a property of the caffeine called the pKa. The pKa is kind of a measurement of how acidic a molecule is, and for most common chemicals, this number is pretty consistent. But for some reason, it seems like nobody knows what's going on with caffeine. I found some sources that said its pKa was as low as 0.6 or 0.8, and some said 14. Others said that it was 0.8 and 14, and some said that it was just 8.3 or 10.4. The problem here is that if it is actually less than 1, then 100% of it is extractable, and everything should work perfectly. But if it's actually 8.3 or above, it's closer to 0% extractable, and it's a complete waste of time. My personal feeling, just by looking at the caffeine molecule, was that it was probably closer to the lower values, so I figured it was still worth trying out. Before I could get started though, I also had to look at the ingredients list on the can. I had to check the solubility of each ingredient and to see if any of them would dissolve in DCF. From all the named ingredients, I was happy to see that caffeine was apparently the only one. However, I was a bit spooked out by the artificial flavors and colors because it was very possible for those to get pulled out along with the caffeine. The color didn't really matter, but the flavor was definitely an issue. And unfortunately, there was no way for me to find out exactly what these artificial flavors were. So, just like with the pKa, I kind of just had to try it out and see what happened. To get this all started, I got a couple cans of Red Bull and I emptied them into a dish. Then after that, I put it into a food desiccator that's normally meant to dry things like fruits and vegetables. What I was trying to do here was get rid of most of the water to reduce the scale that I had to work on. This would just make things easier in general, and it would let me use less solvent for the extraction. At the same